основные затраты у нашей компании ведутся в рублях, ослабление, соответственно, курса рубля по отношению к доллару ведет и к снижению затрат на добычу. Если там, допустим, пару лет назад при том курсе рубля для нас уже так вот $50 считалось на грани, то сейчас, в общем-то, и $30 нашей компании достаточно нормально проходит. То есть вот здесь какой-то, ну скажем так, серьезной проблемы я не вижу на этом уровне. Конечно, если мы там упадем где-то до $15, это уже будет проблематично. Что касается сокращения добычи, ну, я думаю, что именно сокращать добычу стоит только для корректировки рынка, но самой России, естественно, делать это бессмысленно. Это единственный смысл, если бы удастся договориться со странами ОПЕК, с другими игроками на нефтяном рынке и делать это скоординированно. То есть, да, так какой-то смысл будет играть. В противном случае это будет действительно просто потеря рынка. Но есть такой момент, что вот сейчас действительно у нас планировалось несколько лет назад вот достаточно крупных проектов и крупных дорогих проектов, которые, ну, в общем-то, при сегодняшней цене нефти, можно сказать, что не проходят на рынок. И вот здесь, конечно же, нужно подумать, а вводить ли эти проекты сейчас, либо отложить, сдвинуть, подождать несколько лучших времен, несколько лучшей ценовой конъюнктуры и не выкидывать вот эти деньги, как, что называется, впустую сейчас, а потратить их на более разумные вещи. И вот это как раз способно скорректировать добычу и привести, ну, скажем так, остановить те рекордные показатели по росту добычи, которые у нас сейчас есть, и несколько ее стабилизировать, может быть, даже снизить. Когда мы смотрели ситуацию 2-3 года назад, мы видели нормальный уровень балансировки спроса и предложения на уровне порядка $100 за баррель. Что произошло с того времени? Срезалось за счет, скажем так, меньшего спроса и ввода многих проектов, срезалась действительно вот эта верхушка спроса, она убрала с рынка наиболее дорогие проекты, плюс на это наложилось снижение затрат по ряду проектов. Этому было два основных фактора. Первый фактор – это продолжающее развитие технологий, и второй, наверное, даже более существенный – это вот тот курс доллара, который как раз в странах, где национальные валюты не привязаны к доллару, привел к тому, что произошло сокращение затрат. И вот сейчас мы уже видим, что примерно уровень стабилизации нормальный такой вот балансовый по спросу и предложению – это ну где-то $60-70. То есть вот с отметки в $100 мы опустились вот до этой отметки. Но цены-то находятся почти в 2 раза ниже, а вот здесь уже идет другой фактор. На наш взгляд, ну прежде всего это, конечно, рыночный фактор, хотя влияют там и спекулятивные и прочие ожидания. При этом Иран пока ничего не нарастил производство, он ничего не выбросил на рынок, он пока просто остается на своих отметках, и это больше такой вот спекулятивный фактор, который играет на ожидания игроков. Вот. Зато, вот, кстати, Ирак достаточно неплохо продолжает наращивать, и за последние там, 5 лет, там, по-моему, порядка 40% прирост добычи. То есть это вот те инвестиции, которые были вложены после войны на том вот притоке тендеров, который там был реализован. Соединенные Штаты Америки, наконец, у них прекратился такой бурный рост, у них произошла стабилизация, и в отдельные месяцы в этом году мы видим спад. Вот фактически в апреле месяце в 2015 году это можно считать пиком добычи. То есть рынок себя корректирует. Ну и говоря опять же, о том, почему так получилось, ну, явное перепроизводство при нефти, явное превышение предложения над спросом. Ну, а когда превышение предложения над спросом, каждый пытается продать хоть по какой цене, чтобы хоть как-то заработать. И здесь уже идут игры, честно говоря, сложно предсказуемые и на самом деле уже мало зависящие от баланса спроса и предложения, когда мы находимся вот ниже этого нормального равновесного уровня, где цена может скакать хоть в одну, хоть в другую сторону, где может влиять даже любой там эмоциональный фактор. То есть цена просто высоко волатильна, и она высоко волатильна и очень сложно предсказуема до того момента, когда мы не вернемся на вот этот балансовый уровень. Ну а препятствует, конечно, возвращение на балансовом уровне уже даже не столько вот добычной сектор, который показал прирост добычи, но сейчас как бы вот стабилизируется, сколько состояние мировой экономики, прежде всего азиатских стран, развивающейся Азии, которые, в общем-то, и обеспечивали основной прирост.